Всем большой привет, с вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике, а также основатель онлайн-школы Tesla по подготовке к ЕГЭ и Олимпиадам. И в этом видеоролике ты увидишь, как физика сломалась. Почему? Как? А ведь все будет просто. У нас будет колечко, и на нем будет две бусинки. И прикол, оказывается, если две бусинки будут скатываться по колечку, то колечко неожиданно бац и взлетит. Почему? Из-за чего? Бусинки просто действуют на колечко вниз, а наше колечко взлетает. Взрыв мозга. И эта задача многих девятиклассников в свой год на финале России поломала. Поэтому давайте с ней и разберемся. Стой! А если ты не хочешь быть тем самым девятиклассником, у которого физика сломалась, то записывайся на мою смену Ньютон по олимпиадной механике, где мы с тобой пройдем все темы механики, чтобы ты смог зарешать любую задачу любого уровня. Так что присоединяйся, ссылочка в описании. И, кстати, если у тебя все-таки физика сломалась, и по ЕГЭ так по ЕГЭ, то присоединяйся ко мне на мой суперинтенсив флэш по подготовке ЕГЭ по физике этого года, где за 12 занятий мы с тобой повторим все возможные темы, где будем отрешивать вторую часть. Также у тебя будут доступны видеоролики с тестовой частью и с теорией, так чтобы ты смог все повторить. И да здравствует высокий балл тебе в карман. Так что присоединяйся, ссылочка будет в описании. А мы начинаем. Ну что, прочтем условия нашей задачи. Тонкое проволочное кольцо массой m большое стоит на горизонтальной плоскости. По кольцу могут скользить без трения две одинаковые бусинки массами m маленькая каждая. В начальный момент времени бусинки находятся вблизи верхней точки кольца. Это мы с вами как раз здесь и отобразили. Их одновременно отпускают, они начинают двигаться симметрично. Ага, то есть, видимо, нам как раз в условии сказали, что ваши бусинки начинают двигаться симметрично, то есть в каждый момент времени угол отклонения радиуса у нас будет один и тот же. При каком отношении масс n маленькая выражена как m маленькая к m большому, у нас кольцо оторвется от плоскости. То есть при каком отношении масс бусинок к кольцу, наше кольцо подлетит. Прикольно? Прикольно. Ну тогда давайте начнем решение нашей задачки. Ага. С чего мы будем с вами начинать? Ну смотрите, первоначально, конечно, нам уже сказали, что наши бусинки будут двигаться симметрично. Поэтому давайте мы с вами отметим, что угол отклонения тогда этих бусинок от вертикали, ну или наших радиусов, которые будут соединять наши бусинки, он будет одинаковый. И вместе с этим давайте также это попробую изобразить здесь на картиночке, то есть в какой-то произвольный момент времени, что это будет. То есть в произвольный момент времени у меня будет картиночка выглядеть так. Здесь у меня будет располагаться моя бусинка. И здесь у меня будет располагаться бусинка. Чтобы удобнее было изобразить, давайте я проведу такую горизонталь. Вот, и здесь у меня будет оказываться моя вторая бусинка. И что очень важно, что вот эти уголочки альфа, они здесь у нас будут одинаковые. Давайте мы также здесь отобразим. Раз альфа и два альфа. То есть вот эти углы отклонения будут одинаковые. Здесь будут наши бусинки М. И здесь будут наши бусинки М. Ну что ж, поэтому давайте в первом пунктике мы это с вами пометим. Хотя на самом деле они могли бы в условии это не писать, что ваши бусинки будут двигаться симметрично, поэтому в каждый момент времени здесь будет уголочек альфа равен этому уголку. И можно было бы на самом деле также здесь записать в решении, почему эти уголки будут одинаковые. То есть давайте попробуем также записать, что так как наша система симметрична, симметрична, относительно вертикали, проходящей через наш центр кольца, относительно вертикали, проходящей через центр кольца, проходящий через центр кольца, то мы получаем, что наши бусинки M и M маленькие, они будут двигаться симметрично относительно вот этой как раз оси симметрии. Вот. Следовательно, то бусинки движутся симметрично относительно данной вертикали. Бусинки движутся симметрично относительно данной вертикали.
вертикали. Правда, здесь не помещается, давайте оставлю вертик. Ну и тогда мы с вами, как бы показав, что у нас движение будет симметричное, то тогда что мы с вами получаем? Тогда бусинки будут отклоняться на один и тот же уголочек альфа. Тогда бусинки отклоняются на один и тот же уголочек альфа. На одинаковый угол альфа. Одинаковый угол альфа. Угол альфа. Все это мы с вами тогда здесь проиллюстрировали, но на самом деле можно было просто написать, что так как в условии написано, что они двигаются симметрично, поэтому углы отклонения будут одинаковые. Но я решил чуть-чуть поподробнее здесь. Ну и тогда давайте мы запишем силы, которые будут действовать на нашей бусинке, и посмотрим динамику нашей системы. Тогда давайте мы с вами изобразим силу тяжести, действующую на нашу первую бусинку. Давайте ее изобразим прям побольше так немножечко. Это будет наша сила тяжести m маленькая g вектор. Она будет, конечно, направлена вертикально вниз. Она будет связана с тем, что наша Земля будет воздействовать на эту бусинку. И при этом давайте мы покажем, что, например, n1 вектор, который будет действовать на нашу бусинку, будет смотреть сюда. Это будет сила n1 вектор. Да? Но при этом давайте все то же самое мы с вами запишем для второй бусинки. То есть здесь у нас будет сила тяжести m маленькая g вектор. M маленькая g вектор. И, конечно, при этом еще сила n2 вектор. Очень важно отметить, что так как наша система симметрична, то на самом деле по модулю эти силы будут одинаковые. n1 будет равняться n2, или то же самое, как n. Ну и давайте вместе с этим мы также с вами обозначим скорости, с которыми в данный момент времени будут двигаться наши бусинки. То есть скорость бусинки здесь будет направлена по касательной и будет, конечно, выражена как v2 маленькая вектор. А здесь у нас будет скорость бусинки выражаться как v1 маленькая вектор. Окей? Так. И давайте вместе с этим также покажем, что здесь у нас будет, конечно, перпендикуляр к нашим нормальным составляющим сил реакции опоры. Все. Это то, что у нас будет выглядеть с точки зрения как раз-таки сил и скоростей. Вот. Вместе с этим мы можем также здесь записать, что как раз-таки так как наша система симметрична, то v1 будет равняться v2, n1 будет равняться n2. То есть можно также здесь написать при этом мы с вами получаем, что n1 будет равен n2, что будет выражен как n. И давайте с точки зрения скоростей то же самое скажем, что v1 у нас по модулю будет выражено как v2, и то же самое по модулю, как скорость v маленькая. Прекрасно. И тогда во втором пунктике давайте мы с вами попробуем записать второй закон Ньютона для какого-нибудь из этих бусинок. Давайте попробуем записать для первой бусинки. Что же тогда у нас будет происходить? Пишем тогда по второму закону Ньютона, то есть по второзак Ньютона. Что же у нас тогда будет происходить? Ньютона. Записываем. Это будет масса нашей бусинки помноженная на ускорение нашей бусинки. Давайте обозначим как один вектор. И это будет выражено как n1 вектор плюс, в свою очередь, сила тяжести маленькая g вектор. Ну и все, потому что это все силы, которые будут действовать на первую бусинку. Правильно? Ну и тогда давайте введем оси, на которую будем все это проецировать. Ну и вместе с этим давайте сразу вам покажу, а когда у нас будет направлен наш вектор ускорения А1. Ну, как видите, я могу сложить n1 и mg и получить направление. То есть вот у меня будет вектор n1. Я его сюда прибавляю. Даже давайте попробую это здесь визуализировать нам, чтобы было, знаете, вот так покрасивее. То есть я могу сюда это взять, прибавить. Вот. Наш будет n1 вектор, если я его сюда припишу, то, как вы понимаете, у меня сумма mg и n1 будет направлена вот сюда. То есть сюда у меня будет смотреть вектор m1. А значит, если у меня сюда смотрит m1, то сюда у меня будет смотреть вектор моего ускорения a1. И как вы видите, у меня вектор ускорения, он будет не параллельно моей скорости. То есть он будет направлен под каким-то углом к моей скорости. И вот это как раз-таки нам тоже понадобится при решении этой задачи. Потому что теперь, чтобы проецировать наш второй закон Ньютона на ось x, на ось y, нужно немножко подумать, а что мы будем делать с проекциями. Ну, с осями нашими. Давайте мы с вами введем ось x направленную сюда, а ось y направленную сюда. Хотя, наверное, нам та же ось y будет ни к чему, потому что, ну, зачем нам знание тангенциальной составляющей ускорения? Потому что если вот так вот ускорение спроецирую на скорость, то у меня будет там тангенциальная составляющая моего ускорения. А если на ось x перпендикулярно направлению к скорости, то у меня будет здесь нормальная составляющая моего ускорения.
Вот. И, видимо, она мне и понадобится, потому что она жестко связана со скоростью и радиусом, по которому мы с вами здесь движемся. Вот. Поэтому давайте вместе с этим я это как раз здесь и отображу. Пусть у меня ось X будет смотреть куда? Пусть у меня ось X будет смотреть вот сюда. Только давайте я, может быть, вот таким цветом отображу это. Вот. Сюда я веду нашу ось X. Вот она будет ось X. Она будет идти параллельно нашей силе N1 вектор. И что тогда? Тогда пишем проекцию на ось X на второй закон Ньютона. И получаем, что это будет, конечно, ma1x, что будет выражено как? Вот здесь давайте посмотрим с точки зрения уголков. Раз я знаю, что здесь уголочек альфа, то значит тогда у меня и здесь также будет уголочек альфа, так как это две параллельно прямые. И вот данная часть, ну или ось X, она будет в данном случае текущей. Это накрест лежащие углы. Угу. Тогда я получаю, что проекция моей силы тяжести на ось X это будет плюс mg на косинус угла альфа. Верно? Ну вот, проецирую силу тяжести, получаем g на косинус альфа. И при этом минус n1. Ну или, как мы с вами договорились, вместо n1 я буду писать n, поэтому минус n. Угу. Ну давайте разберемся с a1x. Для этого давайте здесь я, может быть, отдельно сделаю вот эту картиночку. То есть, вот эта часть нашей окружности. Здесь мы с вами двигаемся с этой скоростью v1 маленький вектор. Вот наша скорость v1 маленький вектор. v1 маленький вектор. Ускорение куда же у нас будет направлено? Ускорение мы с вами получили, что будет направлено куда-нибудь сюда. Это наш будет вектор ускорения, а маленький вектор. Ну, А1. И вместе с этим давайте я также здесь обозначу вот эту ось X, которая будет направлена перпендикулярно моей скорости. Ось X. Ну и что мы можем здесь с вами заметить? Что, как вы помните, если я опущу вот так вот перпендикуляр на мою скорость, то я получаю составляющую моего ускорения как тангенциальную. То есть тангенциальную составляющую моего ускорения, то есть направленную как раз по касательной траектории. Вот. И если я опущу перпендикуляр на как раз перпендикуляр к моей скорости, то я здесь получаю нормальную составляющую моего ускорения. Ну или как бы перпендикулярную составляющую моего ускорения. А n-вектор. И поэтому, как вы видите, проекция моего вектора ускорения А1 на ось X это будет как раз у меня нормальное ускорение АН. Ну или центростремительное еще также ускорение. Вот. А1 проецируем на ось X, получаем АН. И давайте мы с вами даже здесь и запишем. То есть А1X, А1 проекция на ось X, это будет АН. Все. Ну и давайте тогда сюда это поставим. И получаем, что МАН будет выражено как М маленькое g минус, только здесь еще косинус, конечно, минус n. Ну а вместе с этим давайте мы вспомним, а как у нас выражается АН. Ну, как вы помните, по модулю, у меня тоже есть хороший видеоролик, где мы с вами как раз-таки выводим вот эти все значения для n, ссылочка будет в описании. А n у нас жестко связано со скоростью и радиусом, по которому мы здесь движемся. Смотрите, если я здесь вот буду рассматривать некоторую часть дуги окружности, то есть вот мы с вами двигаемся по какому-то маленькому кусочку дуги окружности. Радиус этой дуги окружности у нас будет r большое. Также попробую, может быть, это проиллюстрировать. Раз, два. Это будет наш r большое. Ну а значит тогда n у нас будет выражено как скорость наша в квадрате, модуль скорость в квадрате, делен на радиус кривизны. То есть на радиус той окружности, по которой мы в данный момент времени, ну в течение маленького промежутка времени будем двигаться. Тогда поставим это все в это выражение и получаем следующую красоту. Что оказывается m на v маленькое в квадрате, деленное на радиус, будет mg на косинус альфа минус n. Угу. Ну и давайте отсюда я попробую выразить n и посмотреть, может быть, что-то красивое получится. Получается, n переношу влево, mv в квадрате на r переношу вправо, и получаю, что m маленькое, если я вынесу, это будет как g на косинус альфа минус в очередь v в квадрате, деленное на r большое. Угу. Ну и что-то знакомое, да? То есть, как вы помните, если мы с вами все то же самое будем делать, если у нас просто будет, например, сферическая поверхность, по ней у нас будет скатываться брусочек, то там мы с вами получаем все то же самое, только давайте теперь посмотрим, как у нас v маленькое будет зависеть от уголка альфа. Потому что, видимо, тогда мы с вами получим какую-то связь между n и альфа. Потому что если у нас, например, это выражение будет равно нулю, а такое может быть, почему бы и нет, то n занулится, то есть у нас произойдет типа отрыв.
И если бы у нас была бы только сферическая поверхность, то у нас бы произошел бы отрыв, и дальше мы с вами просто спокойно бы улетели. Но в данном случае бусинка двигается именно по нашему колечку. И отлететь от колечка оно не сможет, верно? И поэтому, видимо, у нас n маленькая станет меньше нуля, а это будет обозначать, что наша сила n сначала смотрела так, а потом бац, и поменяет свое направление. Ну и тогда, если так задуматься, ваша сила, действующая на кольцо, она тоже поменяет направление. Верно? И давайте попробуем также здесь изобразить силы, которые будут действовать на наше колечко. Вот. И вместе с этим тогда чуть позже некоторые вещи также отобразим. Так, только каким бы цветом это попробовать здесь отобразить? У нас ось X, она золотого, да? Ну давайте попробуем вот таким цветом. То есть если вместе с этим, давайте я вот сразу вам отмечу, отображая силу, которая будет действовать на кольцо, то это будет действовать сила F1 вектор. Здесь у нас будет действовать сила F2 вектор. F2 вектор. Также у нас будет действовать нормальная составляющая силы реакции опоры n стола вектор. N стола вектор. Ну и еще сила тяжести m большой g вектор. M большой g вектор. И вот тогда мы с вами как раз ясно видим, что когда у нас n смотрит сюда, то сила смотрит сюда, то есть они как раз вдавливают наше кольцо. А потом, если окажется, что вот это отражение станет меньше нуля, то n-ки поменяют свое направление, и силы f-ки поменяют свое направление, и, видимо, из-за них наше кольцо захочет двигаться вверх. Но это мы с вами сейчас как раз будем уже видеть. Но первоначально попробуем понять, как v маленькая зависит от альфа, но для этого нам потребуется записать закон сохранения механической энергии. Поэтому давайте в пунктике 3 мы с вами будем писать, что так как мы с вами можем заметить, что у нас сила n-вектор. Ой, только здесь n1 и n2. Давайте запишем n1 перпендикулярно v1. То тогда что? Тогда у вас работа вот этой силы, а n1, она будет равна нулю. Но это то же самое, что работа непотенциальных сил для моей первой бусинки. Ведь она же будет выражаться только через работу силы n1. Это будет выражено как 0. А следовательно, у нас будет выполняться закон сохранения механической энергии. Поэтому тогда пишем по закону сохранения механической энергии. По закону сохранения механической энергии. Что мы с вами будем получать? Механической энергии. Нам будет известно, что начальная механическая энергия, она в свою очередь будет равна конечной механической энергии. Иначе будет выражена как Е-кон. Ну и тогда давайте это мы с вами запишем. Напомню, что каждая из механической энергии выражается как сумма потенциальных и кинетических энергий. Так, но чтобы записать потенциальную энергию, нам нужно будет выбрать где-нибудь уровень нуля потенциальной энергии. Ну, давайте где-нибудь я это в свою очередь проиллюстрирую. Наверное, давайте серебряным цветом, я надеюсь, что его будет видно. Но где будет удобно? На самом деле будет, наверное, удобно вот здесь вот, на уровне центра нашего кольца. Лично мне было бы удобнее здесь записать. Вот, то есть как-нибудь вот так тогда это проиллюстрировать. Что здесь будет наша потенциальная энергия ЕП тяжести. Она будет равна нулю. Ну и тогда пишем, что у нас было. То есть Е начальная. Е начальная будет складываться из потенциальной энергии в начале. А как видите, в начале у нас было как раз расстояние как r большое. У нас в начале был радиус r большое. Давайте обозначим, что у нас радиус нашего кольца r. Вот, первоначально у нас был радиус r большое. Наше расстояние, то есть наша высота, поэтому будет mg r большое, это потенциальная энергия. Плюс кинетическая энергия в начале, она равна нулю. Правильно? Потому что никакой у нас скорости здесь нет. Поэтому здесь записываем 0. Это то, что у нас в начале. Можно обозначить как Енач. Енач. А что будет в конце? В конце это v какой-то произвольный момент времени. У нас будет скорость v маленькая, ну по модулю. Здесь-то v1, по модулю v маленькая. А высота, давайте посмотрим. Если вот так опускаю перпендикуляр, то высота у меня будет выражаться как r маленькая, ну r большое на косинус альфа, верно? То есть если я вот так вот опущу перпендикуляр, то где бы это записать, Ты-ды-дын. Давайте вот так вот фиксирую. Здесь высота будет r большое на косинус альфа. Вот у меня r большое, а вот здесь у меня уголочек альфа. Ты-дын, r большое косинус альфа. Это мы здесь с вами проиллюстрировали. Значит, тогда пишу, это будет mgr на косинус угла альфа и плюс mv маленькая в квадрате пополам. Прекрасно, прекрасно. Тогда я могу выразить
mv маленькое в квадрате пополам, только давайте сразу от m маленького я здесь избавлюсь. И получаю, что v в квадрате пополам. Это будет, в свою очередь, как gr на единицу минус косинус альфа. Единица минус косинус уголка альфа. Тогда могу домножить на двоечку и получить некоторый результатик. Даже не знаю, давайте попробую здесь записать в целях экономии места. То есть я получаю, что v в квадрате будет выражено как 2gr на единицу минус косинус альфа. Все, отобразили. Тогда нам остается поставить вот это значение вот сюда и посмотреть за нашей зависимостью. Что же тогда мы с вами получим? Ну, давайте тогда рисовать. Это пусть будет в пунктике 4. Так, поставляем в n маленькое вот это. Причем v в квадрате деленное на r, кстати, можно сразу будет поставить, потому что, видите, здесь v в квадрате деленное на r. Значит, мы с вами получаем, что n это будет как m маленькое на g косинус угла альфа. Минус, в свою очередь, v в квадрате на r, это будет просто 2g на единицу минус косинус альфа. Бум-бум. Ну, g тоже можно вынести и здесь раскрыть скобочки. Что тогда мы с вами здесь получаем? У нас n будет выражено как m маленькое g, g это выношу. Здесь у меня остается как косинус угла альфа, минус 2 и плюс 2 на косинус угла альфа. Все, прекрасно. Видим, 2 косинус плюс косинус будет 3 косинус минус 2. Значит, наше выражение для силы n будет выражено как m маленькое g на 3 косинуса альфа минус 2. То есть мы с вами получили зависимость нашего n от угла альфа. И вот эту зависимость нам нужно будет сейчас проанализировать. Потому что, как вы видите, у нас как раз здесь возникает несколько случаев. Первый случай, если у вас эта величина она будет больше нуля. Следующий случай, если у вас эта величина будет меньше нуля. Если эта величина будет равна нулю. Вот давайте сначала мы с вами разберемся, что у нас будет, если n будет больше нуля. То есть пятое. Записываем. Как раз таки при... Что у нас должно быть? Чтобы у нас n смотрел вот сюда, как полагается, то, конечно, у нас n это модуль, поэтому n должно быть больше нуля. Следовательно, 3 косинус альфа пополам минус 2 также должно быть положительно, правильно? Чтобы у нас n реально сюда смотрел. То есть это же мы с вами записываем модуль этого вектора. А раз это модуль вектора, то модуль всегда положительный. Так, тогда получаю, что n у меня будет смотреть сюда. То есть у меня это все будет верно. При условии, если 3 косинус альфа будет больше, чем 2. Ну или что будет обозначать, что косинус альфа у меня будет больше, чем 2/3. 2/3. Вот. Давайте мы еще это 2/3 обозначим как некоторый просто косинус альфа со звездой. Где альфа со звездой, он будет равен просто аркосинусу 2/3, правильно? Чтобы было как-то поудобнее. Но тогда мы с вами получаем, следовательно, n больше нуля при угле альфа меньшим, чем альфа со звездой. Который, ну или где альфа со звездой у нас как будет выражаться? Он будет выражен как аркосинус 2/3. Все. То есть это как раз и будет наше условие для n. Можно будет сейчас как раз изобразить на рисунке, то есть если у нас альфа со звездой будет определять вот такой уголочек, то при всех углах меньших, чем этот альфа со звездой, у нас n будет больше нуля, то есть и правда у нас n1 будет смотреть именно сюда, потому что вот модуль вектора положительный, мы с вами получили правильно здесь значение для него. Вот. И, кстати, вопрос, почему здесь меньше, потому что если у вас косинус больше чего-то, ну, косинус альфа будет больше, чем косинус альфа со звездой, то при острых углах у вас получается, что когда косинус возрастает, ну или у вас получается при росте аргумента альфа, у вас косинус, он уменьшается. Поэтому это мы с вами как раз и учли. Если у вас косинус больше, то значит уголочек здесь будет меньше. Вот. Теперь давайте я все сотру и будем уже качать весь этот анализ и изображать на рисунках. Ну что, теперь давайте начнем качать нашу задачу, анализировать, что у нас будет при каких уголках альфа. Давайте тогда здесь напишем при этом пунктик а маленькое. То есть как раз тот случай, что у вас альфа будет меньше, чем альфа со звездой. Альфа будет меньше, чем альфа со звездой. Можно написать, то есть у нас косинус альфа, он будет в свою очередь больше, чем 2/3. Косинус альфа будет больше, чем 2/3. Что же будет тогда? Тогда n большое у нас будет больше нуля. И
у нас n1 и n2 в действительности будут смотреть внаружу. Тогда n большое больше нуля, и n1 вектор и n2 вектор в действительности смотрят наружу. В действительности смотрят наружу. И давайте попробуем это как раз здесь проиллюстрировать. Это вот этот случай, альфа меньше, чем альфа со звездой. Давайте я изображу вот эти бусинки в какой-то определенный момент времени. Здесь будет центр О. Вместе с этим давайте я отображу уголочек альфа со звездой, чтобы нам было проще с ним работать и осознавать. Так, это я тогда здесь изобразил. При этом здесь будет уголочек альфа со звездой. Вот он, альфа со звездой. А мы с вами будем в этот момент времени располагаться в этих точках. Вот здесь. То есть наша бусинка будет располагаться здесь, масса m маленькая. И, значит, они будут образовывать уголочек меньше, чем альфа со звездой. Так, это сюда. Вот, и поэтому здесь у нас будет уголочек альфа. Видим, альфа меньше, чем альфа со звездой. Да, давайте запишем силы, которые будут действовать на наши бусинки. На наши бусинки мы уже с вами помним, что n1 у нас смотрит сюда. Только здесь n2 вектор. Здесь у нас n1 вектор. Вот. Ну и, конечно, там будут силы тяжести. Это еще раз давайте мы всех зафиксируем, чтобы у нас был наглядный такой рисуночек отдельный. Сила тяжести m маленькая g. И вместе с этим теперь давайте на этом же рисунке мы с вами отобразим силы, которые будут действовать на наше кольцо. То есть, конечно, здесь я это тоже изображал, но там все намалевано и так далее. Хотелось бы отдельно это все на самом деле иметь. Смотрите, так как наша бусинка в этом случае будет давить на наше кольцо, то есть кольцо будет выталкивать нашу бусинку силой n1, то, конечно, сила, которая будет действовать на кольцо со стороны бусинки, будет направлена сюда. Это будет сила f1 вектор. Аналогично у нас бусинка будет давить на наше кольцо силой n2 вектор. Только f2 вектор. Направлена, конечно, к центру также. Это будет сила f2 вектор. Тогда из-за этих сил ваше кольцо будет вдавливаться в поверхность. Ну и из-за этого, получается, ваша сила n стола, она будет довольно большой. И, конечно, будет смотреть вверх. Вот она, n стола вектор. Верно? Ну и вместе с этим давайте мы еще также отобразим силу тяжести, которая будет действовать на кольцо. m большой же вектор. Все, то есть этот случай мы с вами проиллюстрировали, как раз здесь все ясно и понятно, почему бусинки и правда вдавливают ваше кольцо в землю, и поэтому, конечно, в этом случае кольцо никак у нас не поднимается. Что же будет в пунктике B? Пунктик B давайте рассмотрим тот случай, если альфа у нас будет равен альфа со звездой. То есть если наши бусинки, они дойдут до вот этого крайнего положения при уголках альфа со звездой, тогда, как вы понимаете, то есть можно написать, то есть косинус альфа в этом случае, он будет равен 2/3. Тогда, как вы видите, у вас вот эта величина, она занулится. То есть можно будет написать, что тогда у вас n будет равно нулю. Следовательно, у вас в этот момент времени бусинки и колечко не будет взаимодействовать. То есть у вас как бы произойдет мгновенный отрыв. Следовательно, мгновенный отрыв. Мгновенный отрыв. То есть не будет взаимодействия между кольцом и бусинками. То есть нет взаимодействия между кольцом и бусинкой. Между кольцом и бусинками. Отлично. Это как раз мы прописали, и получается в этих положениях они и правда не будут взаимодействовать. Ну а теперь давайте подумаем, что если бы у нас была бы здесь чисто сферическая поверхность, и вместо бусинок у нас были бы какие-нибудь грузки, правильно? Тут же есть такие задачи в ЕГЭ, то вот эти брусочки, они бы в этот момент времени отлетели бы с этой сферической поверхности и начали бы свободно падать.
Но в данном случае они жестко связаны с этим кольцом, поэтому они продолжат свое движение также после альфа со звездой. То есть давайте как раз это мы с вами ниже и проиллюстрируем. То есть здесь у нас будет центр О. Вместе с этим давайте я отображу вот эти альфа со звездой. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык. И также вертикаль отображу. Вот. Вместе с этим нужно будет показать этот уголочек альфа со звездой. Альфа со звездой. И также альфа со звездой. И в этом случае наши бусинки, продолжив свое движение, они будут располагаться уже здесь. Вот. Они будут располагаться уже здесь. Вот наши будут бусинки. И что же произойдет тогда? Так, ну и тогда покажем наше второе положение. То есть здесь будет располагаться наша бусинка. И вместе с этим нам нужно будет изобразить вот эту линию. Давайте попробуем это сделать. Тык-тык. Вот. И тогда уголочек у нас будет здесь, уголочек альфа. Вот он уголочек альфа. И вот он уголочек альфа. Верно? И видите, у вас уголочек альфа будет больше, чем альфа со звездой. Вот так, чуть-чуть не довел. Что же будет тогда в этом случае? Давайте смотреть. Во-первых, на эту формулу. Поэтому пишем пунктик v маленькое. Из этой формулы мы с вами получаем, что при уголке альфа уже меньшим, ну и большим, чем альфа со звездой. Вот, то есть получается здесь я, конечно, перепутал немножко больше-меньше. Конечно, здесь же мы с вами рассматриваем уголочек альфа меньше, чем альфа со звездой, то есть чуть-чуть неправильно здесь записал. Вот, альфа меньше, чем альфа со звездой, поэтому косинус альфа будет больше, чем 2/3. А здесь я уже рассматриваю вот этот случай. Альфа будет больше, чем альфа со звездой. То есть мы тогда получаем, что наоборот, косинус альфа будет меньше, чем 2/3. Косинус альфа будет меньше, чем 2/3. А следовательно, у вас окажется из этого выражения, что n будет меньше нуля. Поэтому пишем, что тогда n у нас меньше нуля. Но такого на самом деле быть не может, потому что модуль вектора у нас не может быть отрицательный. Но в данном случае что это будет на самом деле обозначать? Это будет обозначать следующее, что на самом деле силы, действующие на ваши бусинки, они просто поменяют направление. Следовательно, n1 и n2 вектор поменяют направление. Поменяют направление. Поменяют направление. Направления. Вот. И это давайте мы как раз здесь и отобразим. То есть у нас в этом случае получается, что сила, действующая на бусинки, окажется теперь направлена вот сюда. Это будет сила n2 вектор. И вместе с этим вот сюда будет наш смотреть сила n1 вектор. n1 вектор. Но сила тяжести у нас не поменяла свое направление. Как сила тяжести смотрела сюда, так и продолжает смотреть сюда. Аналогично здесь. Как сила тяжести смотрела сюда, так и продолжает смотреть сюда. Но при этом, раз мы с вами поняли, что n1 и n2 не меняют свое направление, значит у нас силы, действующие на наше кольцо, также меняют свои направления. Правильно? Поэтому давайте это мы с вами также здесь отобразим. То есть получается сила, действующая теперь на кольцо, будет смотреть вот сюда. Это будет сила F1 вектор. И здесь сила, смотрящая, сила, действующая на кольцо, теперь будет смотреть сюда. F2 вектор. Вот, это очень важный результат. Ну и тогда, так как мы с вами будем записывать модули наших сил, тогда n1 будет равняться n2. И, конечно, будет выражено теперь как модуль вот этого значения n, которое мы с вами здесь получили. То есть это будет как модуль n. Потому что я же это записываю как модули наших векторов n1 и n2. Поэтому я должен поставлять модуль. То есть у меня же не могут быть наши модули отрицательные. Поэтому здесь я получаю, что это у меня будет не 3 косинус альфа минус 2, а 2 минус 3 косинус альфа. То есть давайте здесь поставлю. n1 будет выражено как n2. Будет выражено как mg на уже 2 минус 3 косинус альфа. 2 минус 3 косинус альфа. Чтобы эта величина у нас была больше нуля, чтобы эта величина была положительна. То есть теперь таким образом наши нормальные составляющие силы реакции опоры будут зависеть от уголка альфа. И вот теперь как раз таки становится логичным, что из того, что у вас сила F1 и F2 теперь смотрит сюда, то у вас n стола она будет уменьшаться, чем больше силы F1 и F2. И, видимо, из-за этих сил, которые у вас сюда уже начинают воздействовать на ваше кольцо, кольцо захочет подпрыгнуть. Давайте вместе с этим я также здесь изображу оставшиеся n стола и силу тяжести.
Так, здесь у меня будет n стола. Тогда изображаем. В этом случае она будет уже чуть-чуть поменьше. А так, давайте пониже изображу ее. N стола вектор. И при этом сила тяжести у меня будет смотреть сюда вниз. Вот она будет сила m большой g вектор. Вот. И тогда как раз таки хочется теперь взять и записать второй закон Ньютона для нашего кольца. Ну или записать как бы теорему движения центра массы для нашего кольца. И найти ту связь между n стола и силами F1 и F2 и понять, а когда же у нас n стола занулится? Потому что когда у вас кольцо оторвется от поверхности, оно оторвется от поверхности, если у вас n стола станет равно нулю, то у вас произойдет отрыв. И вот как раз здесь этого здесь нам не хватает. Но для начала давайте немножко здесь почищу все, потому что все необходимое у нас здесь есть. И тогда мы с вами все запишем. Ну что, мы с вами почистили теперь доску, вот эту оставшуюся часть. Теперь давайте мы с вами запишем второй закон Ньютона для нашего колечка. Как раз таки при вот этом условии, когда у нас альфа будет больше, чем альфа звездой, потому что именно он нас будет интересовать. Ну, вот это, без разницы, вот самое главное это. Потому что именно в этот момент времени у нас может наше колечко взять и оторваться. Ой, поэтому здесь давайте мы с вами запишем 6-й пунктик и будем писать второй закон Ньютона. Пишем пунктик 6 и пишем повтор зак Ньютона. Повтор зак Ньютона. Зак Ньютона. Для кольца. Для кольца. Для кольца. И давайте также запишем при уголочке альфа большим, чем альфа со звездой. При альфа большим, чем альфа со звездой. Записываем. У нас получается, что сумма всех сил, действующая на наше кольцо, это будет выражено как 0. Получаем, что это будет F1 вектор плюс F2 вектор и плюс n стола вектор. Также плюс сила тяжести m большой же вектор. M большой же вектор. Все это у меня будет выражено как нулевой вектор. Верно? Ну, потому что ускорение нашего кольца, нам все-таки здесь нулевое. Наше кольцо, оно покоится. Ну, или располагается как раз на поверхности, то есть ускорение кольца, а вектор у нас равно нулю. Можно так себе немножко отобразить. Вот. Тогда давайте проецировать на разные оси. Здесь давайте, вы знаете, что сделаю? Здесь я тогда веду ось Y направленно вертикально. Потому что в проекции на нее тогда будет все понятно. Угу. Как бы это только здесь сделать? А давайте так. Ой, пусть сюда у меня будет направлена ось Y. Вот она, вертикальная ось. Угу. Тогда пишем проекцию на ось Y. Что я получаю? У меня получается силы F1 и F2, они образуют уголочки альфа с осью Y, поэтому это будет F1, F2 косинус альфа, то есть F1 косинус альфа плюс F2 косинус альфа плюс n стола и, конечно, минус сила тяжести mg большое. Это будет выражено как 0. Значит, тогда я могу поставить наш n стола, но давайте сначала мы немножко себе упростим жизнь в виде силы F1 и F2. Поэтому здесь давайте заодно, наверное, мы в пунктике 7 запишем, что по третьему закону Ньютона F1 будет равняться F2, что как будет выражено как n1 и n2. То есть по третьему закону Ньютона, по третьему закону Ньютона, зак Ньютона, мы с вами получаем, что сила F1 по модулю будет равна силе n1, и F2 у нас по модулю будет равна n2. Ну и тогда мы с вами можем сказать, что F1 будет равна F2 и будет выражено как раз это значение. Следовательно, F1 будет равна F2. Давайте перепишем как F. А это F у нас будет выражаться как mg на 2 минус 3 косинус альфа. Это у нас будет mg. Или давайте здесь напишу следствие. F равна mg на 2 минус 3 косинус альфа. Во! И теперь остается вот это значение силы F поставить сюда, и мы тогда с вами получим связь на n стола. Давайте это запишем в 8-м пунктике. И какая у нас красота возникает? Это будет 2f на косинус альфа, потому что f1 и 2 равны f, плюс n стола минус сила тяжести. Минус mg большой, это будет 0. Следовательно, мне это будет переписываться в таком формате, как n стола будет выписываться как mg большое, минус 2f косинус альфа. Минус 2f косинус угла альфа. И вот как вы видите, как раз таки,
Если сила f у нас станет достаточно большой, ну или уголочек альфа станет достаточно таким, чтобы это занулилось, у нас, значит, наше кольцо оторвется. Ну и как вы понимаете, опять мне потребуется некоторое место. Вот это я тогда очищу и дорешаем нашу задачу уже с точки зрения математики. Там тоже будут некоторые свои приколы. Поехали. Ну что ж, теперь мы с вами все почистили. Остается записать только последнюю математику. Так, поставим сюда наше значение для силы f. И что мы тогда получаем? Что n стола у нас как будет выражаться? Это будет m большое на g минус 2f, где f большое нам известно, то есть это будет 2m маленькое g. Давай сразу косинус альфа поставим. Косинус альфа. И здесь у нас будет 2 минус 3 косинус угла альфа. И вот возникает вопрос, а когда же эта штука занулится? То есть здесь мы дальше пишем. Отрыв произойдет при n стола равном нулю. Верно? Это мы можем тоже себе как-нибудь подчеркнуть. Ну и следовательно, давайте перепишем наше высшее выражение. То есть я получаю, что оказывается mg будет выражено как 2m маленькое, g маленькое на косинус угла альфа. И все это, конечно, помножено на 2 минус 3 косинус альфа. На 2 минус 3 косинус угла альфа. Ну, g в g, как говорится. G в g. И тогда мы с вами получаем, что наше отношение n маленькое выражено как m маленькое к m большому будет немножко здесь красиво выражаться. Так, получаем, что единица будет равна как 2 наше отношение как раз n маленькое на косинус угла альфа на 2 минус 3 косинуса угла альфа. И тогда я могу получить связь между n маленьким и уголочком альфа. То есть наше выражение для n маленького будет выражено, что это будет единица, деленная на 2 косинус альфа на 2 минус 3 косинус угла альфа. Вот такое мы с вами получили здесь выражение. Правильно? Ну и, конечно, возникает вопрос. Стоять, а что дальше? Нам же уголочек альфа неизвестен. Момент отрыва. Хотя, на самом деле, вот он. То есть это как раз тот самый уголочек альфа. Когда у нас произойдет отрыв. Можно даже поставить здесь альфа 0 уголочек. Вот. Потому что мы же с вами рассматриваем, когда n стола будет равно нулю, n стола зануляется, значит, будет выражено вот это. Значит, будет выражено вот это. Угу. Но на самом деле, как бы вот это ответом и является. Но от вас требуется при каких отношениях? При каких отношениях? То есть не просто сразу, вот, да здравствует число. Нет, как видите, в этом что-то будет крыться. То есть это какая-то функция от угла альфа, которая, может быть, даже имеет какой-то максимум либо минимум. И как раз в зависимости от этого мы с вами получим, а при каких вообще значениях n это будет верно. То есть какие значения мы вообще вот здесь можем с вами достичь. Поэтому здесь у нас возникает некоторая математика. Давайте это отмечу, это в пунктике 9, и скажем, что пусть у нас некоторая функция от угла альфа, это будет как 2 косинус альфа на 2 минус 3 косинус альфа. То есть мы это обозначим как некоторую функцию, тогда мы с вами получаем, что n маленькая у нас будет выражено как 1 деленное на функцию от угла альфа. Но что очень важно отметить, что если вы раскроете скобочки, то у вас же здесь получится парабола относительно косинуса, верно? При этом f от, ну можно как бы от косинуса альфа вот так вот переписать, является параболой. Парабола. Ветвями вниз. Парабола. Ветви вниз. Ветви вниз. Давайте это попробуем даже нам здесь проиллюстрировать. То есть, вот у меня получается график зависимости моей функции f от косинус угла альфа. Здесь я давайте буду строить косинус угла альфа. А здесь у меня будет вот это f от альфа. Ну, это то же самое, что f от косинуса. Давайте f от косинуса альфа. Что мы с вами видим? Как здесь легко построить вот эту параболу? Потому что, видите, это будет 4 косинус альфа минус 6 косинус в квадрате альфа. Верно? Здесь очень легко определять через нули нашей функции. Когда у вас будет 0 косинуса, ну, когда у вас будет 0 этой функции. Если у вас косинус альфа будет равен нулю, то есть это наша первая здесь выраженная точка. Либо когда это выражение будет равно нулю, то есть 2 минус 3 косинус альфа будет равно нулю, то есть здесь мы с вами получаем будет как 2 третьих, правильно? И тогда симметрично этим двум точкам у нас будет идти как раз наша парабола. Давайте обозначим здесь сердцевинку для удобства. Здесь пойду вверх. Где-то здесь мы с вами будем достигать максимальное значение нашей функции. Здесь будет у нас значение fmax.
Ну и тогда в пределах этих точек я давайте как раз изображу нашу функцию. То есть наша парабола будет выглядеть вот так. Надеюсь, у меня тоже это получилось, но, правда, не очень симметрично, но все-таки да здравствует, вот наша будет параболка. Вот. Эта точка у нас располагается симметрично этим точкам, то есть можно сразу обозначить, что это будет 1/3, но давайте мы скажем, что это будет косинус альфа, не знаю, косинус альфа 0 равный 1/3. Вот, этот косинус альфа 0 можно просто из данного рисунка определить, что так как вот эти два отрезка должны быть одинаковые. Либо на самом деле можно воспользоваться соотношением для вершины нашей параболы. Вспомним, что косинус альфа 0 можно же переписать как минус b, деленное на 2а, правильно? Это вот как раз косинус угла вершины. Ну, можно это тоже расписать, то есть если у нас f от косинус альфа мы с вами распишем, то как это будет выглядеть? F от косинус альфа это будет, раскрываю, то есть 4 косинус альфа минус 6 косинусов в квадрате альфа. Ну вот мы с вами получаем, что b это 4, а a это будет минус 6. Правильно? То есть можно сюда поставить, то будет минус 4, ну я минус наверх перекинул, а здесь будет минус 12. Получаем, что это будет выражено как 1/3. То есть косинус альфа 0 это будет 1/3. Ну все, это мы с вами доказали даже несколькими путями. Ну и что тогда? Тогда, как вы видите, у вас при всех возможных косинус угла альфа, который меньше, чем 2/3, потому что, как вы помните, у нас косинус альфа должен быть меньше, чем 2/3. Это можно где-нибудь себе показать. Давайте я также здесь отображу. Что? Знаем что? Знаем что? У нас косинус альфа, он должен быть меньше, чем 2/3. Ну и, конечно, он должен быть больше 0. Вот, и тогда что мы получаем? Что все вот эти вот косинусы мы будем с вами понимать. И тогда, например, если я выберу какое-то значение n, то вот оно будет здесь как раз удовлетворяться двумя косинусами, кстати. Либо вот этим косинусом, либо вот этим косинусом. То есть для него будет верно, кстати, несколько уголков. Раз уголочек и два уголочка. Прикольно? Прикольно. Это как раз наше значение n, которое будет выражено как 1 делен на f косинус альфа, только здесь будет значение, наверное, 1 на n. Вот, 1 на n это будет как раз наша функция. Ну и, как видите, мы с вами можем достичь здесь любые значения от 0 до какого-то максимального значения. То есть, видимо, наше отношение 1 на n, оно будет ограничено каким-то максимальным значением. Верно? Ну и что тогда мы с вами получаем? Что f максимальное, давайте посчитаем, это будет f от косинус альфа 0. От косинус альфа 0. Это получается косинус альфа 0 1/3. Сюда поставляю, значит будет 4 третьих минус 6 на 1/9. Правильно? Это получается 4 минус, если здесь на троечку поделить, минус 2/3, то есть это получается 2/3. То есть f максимальное у нас будет выражено как 2/3. Ну и тогда, раз мы с вами получили, что наша функция f от косинус альфа, она ограничена f максимум, то есть у нас всегда f маленькая, она будет меньше либо равняться, чем f макс, то что тогда мы с вами получим в связи с n? Давайте запишем. Получаем, что f маленькая от альфа у нас всегда будет меньше либо равна, чем f максимальная. Следовательно, если мы с вами возьмем обратно, то есть напишем, что 1 на f от альфа, у нас в этом случае, как вы понимаете, будет больше либо равняться, чем 1 на f макс. Можете тогда сюда поставить эти чиселки, то есть 1 на f макс это будет 3/2. Ну а тогда, что такое 1 на f альфа? Это же будет наше значение n. Вот, 1 на f альфа. Следовательно, мы получаем, что n маленькая будет принимать следующее значение. То есть n маленькая у нас всегда будет больше либо равная, чем 3/2. То есть больше либо равная, чем f макс. Вот наш будет ответ. То есть вот мы с вами получили, что 1 на n у нас будет лежать в пределах от 0 до f max. Значит, 1 на n всегда будет меньше либо равняться, чем f максимальный. То есть меньше, чем вот это максимальное значение. Значит, тогда n будет, наоборот, больше либо равняться, чем 1 на f max. Вот как раз таки больше либо равняться, чем 1 на f max, выражено как 3/2. То есть n у нас будет больше либо равно 3/2. И тогда при всех таких значениях n, то есть при всех таких отношениях, у нас произойдет отрыв. Потому что если у нас, например, n будет уже меньше, чем 3/2, то на самом деле 1 на n будет лежать где-то здесь. То есть вот здесь будет лежать 1 на n, и поэтому, конечно, никакого отрыва не будет. Потому что только эта функция, она будет согласовываться с нашим отрывом.
Все, поэтому наш будет ответ. Это n больше равно, чем 3 вторых. Вот ответ. Что при n больше равно, чем 3 вторых, будет отрыв. Будет отрыв. Ну, в какой-то момент времени произойдет все-таки этот отрывчик. Все, так что на этом тогда все. Наша задача полностью решена, полностью разобрана. Реально, здесь физика, на первый взгляд, может ломаться. И здесь мы с вами просто можем заметить, что наша бусинка со временем начинает не давить на наше кольцо, а выталкивать наше кольцо вверх. И поэтому наше кольцо как раз и поднимется. Очень интересный результат. Поэтому здесь напишите в комментариях, как вам такая задача, что вы сами могли бы подумать при решении этой задачи. И особенно напишите по 10-бальной шкале, насколько шокирующая здесь информация, что оказывается, если просто бусинки у вас так разлетаются, то кольцо возьмет и подпрыгнет. Потому что если реально просто так смотреть со стороны, ну, вроде смотришь, отпустил, бац, кольцо подпрыгнуло. Как так-то? Никто не действовал. Ну, вот такая получается наша физика интересная и загадочная. И здесь я, кстати, вам напомню, кто хочет также круто шарить механику и решать любую задачу любого олимпиадного уровня, то переходи по ссылочке в описании и записывайся на мою олимпиадную смену Ньютон, чтобы познать механику на олимпиадный уровень. До встречи на вебах. Ну а если же по ЕГЭ так по ЕГЭ, то для тебя также будет ссылочка в описании. Там супер интенсив флэш. Приходи, записывайся, и мы с тобой подготовимся к ЕГЭ. А на этом всем счастья, мир, добра, любви. Пусть у вас будет прекрасно, сказочно, волшебно. Пока-пока, прекрасное настроение. И эта задача многих девятиклассников в свой год на финале России поломала. Но чтобы тебя точно никто не сломал, тебе нужно купить смену Ньютон. Покупай мои курсы. Записывайся на мою смену Ньютон.